Всем привет. Поднимаю очень много роликов в последнее время, по нескольку роликов в день, в принципе, только потому, что сильно происходит много, и есть о чем рассказать, что сказать, и события развиваются настолько быстро, что я даже не успеваю. Иногда приходится говорить о событиях, которые были пару дней назад, неделю назад, но хочется не забыть про них, потому что для меня этот канал прежде всего, конечно, чтобы рассказать людям, что на самом деле происходит в Канаде, и для людей, которые не знают английского языка особенно, но не только. И тоже очень хочется, чтобы это осталось навсегда в истории, чтобы люди не забыли и чтобы никто не забыл. Вот. Я знаю, что многие из вас точно не смогут уследить за всеми роликами, которые я ставлю. Можете просто поставить, я не знаю, или можно без подписки на канал поставить извещение, но вроде да. Так что если вы не хотите, с одной стороны, подписываться на мой канал, я это понимаю, принимаю и уважаю. Э, Включите извещение, может вам все-таки будет интересно те ролики, которые я ставлю, и может у вас иногда будет время, свободное время, что вы сможете посмотреть их и так далее. Потому что, как мне кажется, что буду ставить немало роликов в ближайшее время. Ну, просто очень много тем наплыло, и надо обсудить, надо высказаться на эту тему и так далее. Вот сейчас вот хотел, я упомянул в предыдущем ролике тоже насчет, как банковская система Канады, и опять же, теоретически, возможно, в любой другой стране, как банковская система Канады служит орудием политических репрессий и подавления любого сопротивления, оппозиционного сопротивления правительству Канады, которое ведет диктатуру. В принципе, началось все это с чрезвычайного акта, но никто не знает, чем это закончится. Они решили ударить там, где больно. Деньги. Во-первых, люди, которые участвовали на самом деле в протесте, физически были в Оттаве и так далее, у них заморозили все счета. То, что у них есть семьи, то, что у них есть обязательства плательные там по судам и так далее, на дом, и то, что они платят за детей, многие из них, у них есть дети, конечно же, и трудно абсолютно наплевать на это все, так же, как и Фриланд, у нее вообще довольно-таки нацистское поведение. Она и есть та, которая предложила вообще эту расправу над людьми, как министр финансов. Вот они начали преследовать вот эти вот политические репрессии людей, которые участвовали в забастовках. Даже если они мирно ушли, они все равно их вылавливают, и для этого им нужно продолжать этот акт. Они сказали, что мы хотим продолжить вылавливать всех тех, кто посмел вообще стоять против нас. Но дело же даже не только в этом. Они воспользовались этим актом, чтобы наказать людей, которые вообще не были причастны физически к этой забастовке, но да, думали так же, как и те, которые протестовали. У нас до сих пор в Канаде была, в принципе, как будто бы демократия, и можно было бы думать, что хочешь и так далее. И поэтому можно было высказывать все, что думаешь. Сейчас это уже становится немножко проблемой, так как у нас уже, в принципе, чистая диктатура, и преследования начинаются по политическим мотивам. Вот они заморозили счета тех, кто протестовал, и заморозили счета тех, кто жертвовал на эти протесты. Например, если вот сидит человек, да, неважно, есть многие, которые говорили, там, матери-одиночки, вот у них было $20, они хотели подать на хорошую идею, потому что, в принципе, была идея свободы, идея за уменьшение ограничений и так далее. И вот они сказали, хорошо, дадим, вот, причем давали суммы, я понимаю, там, те, кто давали, там, были такие, которые давали $1000, десятки тысяч долларов, а тут даже разговор пошел о людях, которые давали $20. Он послал 20, увидел там на платформе этой фондовой финансирования, там вот, пожалуйста, просим помочь для протестующих и дальнобойщиков, чтобы могли купить себе солярку, чтобы могли купить себе покушать и так далее. Сердобольные люди, даже которые не сильно, может быть, поддерживали сам процесс, именно саму забастовку, саму демонстрацию, но поддерживали саму идею свободы в Канаде, они давали деньги, посылали деньги, $20, кто $50, кто $250. Вот.
у них заморозили счета. Я не знаю ли у всех, но я знаю и слышал, и видел многих, у которых заморозили счета за такие мизерные пожертвования, как $20. Вот. Как она будет кормить семью только за то, что она посмела кому-то пожертвовать $20, это никого не волнует. И уж точно трудно. Трудно никогда в жизни не работал, всю жизнь жил за счет денег семьи, и ему абсолютно плевать, что для человека, который работает тяжело, означает, что ему заморозили счет. Это типа как он должен пойти купить продукты питания? Просто я уже не говорю там оплачивать электричество и счета и так далее, но просто купить продукты питания. Как бы вы уговаривали не держать людей наличные дома, чтобы пользоваться банковской системой. А теперь первое, что вы сделали, это воспользовались банковской системой для того, чтобы просто протиранить людей. И получается, что сам абсурд, что вот человек работает тяжело, да, заработал там 50, заработал деньги, все, и решил $50 пожертвовать. Он эти $50 заработал легально, заплатил за них налоги, все, что полагалось заплатить государству, налоги, пенсионные, там, ИАЙ, как бы, я не знаю даже, как это перевести, не знаю, ли во всех странах это есть, но это вот соцстраховка. Вот, социальная страховка. Все заплатил, получил наличными эти $50, после того, как у него сняли где-то процентов 20-30 зарплаты, вот он получил наличные $50, которые его честно заработанные после всех налогов, после того, что он никому ничего не должен. Вот, у него осталось $50, и он решает их кому-то пожертвовать. Теперь вы скажете, ну да, на террористическую организацию нельзя жертвовать. Да, но не было доказано, что эта организация террористы. Ничем, кроме того, что в одном месте поймали, и то очень под вопросом, как это произошло, и было ли это на самом деле, а не просто подстава. У кого-то там обыскали машину и поймали там с десяток автоматов. Опять же, никто не говорит, кого арестовали, никто не говорит, была ли у них лицензия на это оружие, потому что пока в Канаде еще можно как бы иметь оружие по лицензии. Никто ничего не сказал, но воспользовались этим, чтобы сказать террористы. Теперь они автоматически всю организацию протеста назвали террористами и сказали, что вот ты помогал протесту, значит, это ты можешь поддерживать террористов. И заморозили счет. Теперь давайте подумаем. Полиция врет. Полиция говорит Сенату, сказала и парламенту, что нет, мы за мелкими пожертвованиями не охотимся, даже если это так, пока не охотимся. Пока не сокрушим тех, кто серьезно жертвует. Вот, но все больше и больше людей говорят, что слушайте, мы подали там $50, $20, $250, и у нас заморозили счета. Причем иногда замораживают счета. И если ты пожертвовал от какой-то компании, через какую-то компанию, замораживают ее счета, и твои личные счета замораживают. Они разослали, и они говорят, что мы банкам не посылали людей, которые делали пожертвования мелкие. Но банки заморозили счета. Банки автоматически заморозили счета. Есть люди, которым нечем как платить за еду. Вот банковская система демократической страны. Теперь вы понимаете, насколько... Я не агитирую, чтобы вы держали деньги под подушкой, и что нельзя доверять банкам. То, что банкам тяжело доверять, это и так понятно всем, потому что банк на ваших деньгах делает деньги. На вас, в принципе, банку по одному месту, а вот на ваших деньгах он делает деньги, поэтому они держат ваши деньги не для того, чтобы вам сделать одолжение, чтобы вас не ограбили там дома, если вы держите наличные. Они делают это только для того, чтобы делать бабло. Вот. И я не уговариваю вас сейчас держать наличные, не доверять банку, но я хочу, чтобы все поняли, опять же, даже я не держу наличные дома, и я не знаю, ли я после этого собираюсь держать наличные дома или нет, хотя, конечно, думаю, что какую-то часть наличных, в принципе, буду дома держать, как говорится, на всякий случай, потому что случаи бывают разные, и ничего уже не знаешь, когда у тебя диктатура на улице, ты не знаешь, какие случаи могут быть. Поэтому я думаю, что я часть наличных все-таки буду держать дома, где знаешь, что придется вдруг купить и как. Вот, но... Просто хотелось, чтобы вы знали, что такое банки, и что в конечном итоге, когда говорят вам, что в банке лежат ваши деньги, это деньги ваши, и вы можете снять их когда хотите и как хотите, это не совсем правда теперь. В нынешней ситуации в Канаде, в диктатуре, это абсолютно неправда.
Потому что они могут вам сказать, можете вы снять деньги или нет. Они могут заморозить ваши деньги, хотя это демократия, и хотя это честно вами заработанные деньги, которые вы не даете террористам, потому что никто не доказал, что этот конвой были террористы. Насколько я видел, они никого не убили, никого не побили, никого не избили. Они не сделали ничего, никакого террористического акта. Никто не взорвался, никто ничего не взорвал, никому ничего там не оторвали и так далее. Значит, они в принципе не террористы, и они не взывали к вооруженному восстанию, ничего такого не было. Значит, они не террористы, и все равно заморозили счета людей, которые жертвовали на то, что считали правильной идеей и борьбой за свободу. Вот так вот банковская система в Канаде на сегодняшний день обратилась в оружие политической репрессии. И опять же хочу заметить, это произошло в Канаде сейчас, но далеко не единственное место, где это может произойти. Это может произойти в любой, даже супердемократической на сегодняшний день стране. Потому что, как мы видим, демократическая страна сегодня может быть очень легко завтра диктатурой, и особенно с продажными людьми в парламентах, которые сидят типа нашего Джагмит Синха, это довольно-таки легко сделать. Не надо даже большинство голосов за твою партию или быть правительством в большинстве. Достаточно кого-то серьезно подкупить, и тогда все путем, и все классно. Вот. Значит, будьте аккуратны. Я бы сказал вам, держите деньги в разных счетах, но в разных банках, но я думаю, что это не сильно поможет. Единственное, что да, может помочь иногда, по возможности. Вы можете на разные имена открывать счет, как бы, если вы, например, женаты или замужем, вы можете, чтобы один счет был открыт на ваше имя, другой счет был открыт на имя супруга или супруги, и держать их как бы в отдельности, и тогда, если у вас заморозят один счет, то не обязательно, что они таки смогут заморозить второй счет. Вот. Я никогда не держал два счета, потому что всегда считал, что надо иметь один счет, как в супружеской паре, потому что это одно целое, и счет должен быть один. Но вот сейчас в связи с тем, что происходит в мире, извиняюсь, в мире, с тем, что происходит в мире, но пока еще никто не знает, но с тем, что уже все знают, что происходит в Канаде, может быть, так и есть смысл открыть два разных счета на каждого супруга по отдельности. В Канаде, да, это возможно, не знаю, как в других странах. Можно открыть счет на каждого человека отдельно и держать какую-то сумму там, только даже на всякий случай, что если один счет заморозят, потому что вы в Твиттере что-то сказали не то против правительства, то второй счет у вас останется, и тогда хоть какие-то деньги на жизнь у вас будут. Вот. Опять же, я никому не говорю, что делать, не советую слишком много денег держать дома, потому что могут грабануть, но можно, кстати, еще одна идея, в принципе, я не знаю, как это работает, в плане, замораживают ли они ячейки хранения. Но вот если, опять же, я не знаю, тут вообще ничего не понятно, что происходит, поэтому если ячейки хранения не замораживаются, то можно снять часть наличными и поставить в ячейку хранения в банке. Или просто снять ячейку хранения на имя ребенка, например, или что-то такое. И что-то типа этого и поставить в банке, в ячейку хранения наличные. Знаете, как в этих фильмах Джеймса Бонда. Они ходили, там открывали, вытаскивали мешки с наличными и так далее. Ну, не думаю, что у кого-то из моих зрителей есть так много мешков с деньгами, но можете положить туда 1000, $2000, неважно, как бы, какую-то сумму, которая вам хватило бы на жизнь, хотя бы на какой-то период времени, там 2-3 недели, пока будут эти разборки. Законно вам закрыли счет, незаконно вам закрыли счет. Я уверен, что будут иски в судебные иски тоже, потому что, опять же, деньги ваши личные, вы их заработали, вы за них заплатили налоги, и в этом есть абсурд этой ситуации, что как вы можете мне, это то же самое, что сейчас у вас в кошельке лежит $1000, придет полицейский и скажет: так, давай мне $1000 на место, я не хочу, чтобы ты их моим пользовался. Это как? Это по какому такому, на каком таком основании? Все очень просто. На основании чрезвычайного акта, который придумала внучка нациста Фриланд, и которую воплотил в жизнь, может быть, незаконный сын Фидель Кастро, но то, что да, точно известно, человек, который обожает базовую диктатуру, по его словам. У меня там есть ролик про это, когда он сам высказал свое мнение, что он обожает базовую диктатуру. Вот одна придумала,
с интересными корнями, а другой с интересными взглядами на жизнь ввел в жизнь. Вот так вот канадская банковская система, в принципе, и оказалась очень точечным и точным орудием, которое способно подавить любой протест. Потому что людям надо кушать. Спасибо за внимание.